Здорово всем! Сегодня рассмотрим сервисный тест и сброс ошибки на стиральной машине Bosch серия 6 3D Ocean. Эта машинка установлена в отеле в Грузии, в городе Кабулетти, недалеко от Батуми. Вот такой вот вид открывается с крыши этого отеля. С одной стороны горы, с другой стороны море. Вот там вот. Но это где-то третья, наверное, линия примерно. Грубо говоря, до моря 5 минут пешком. В отеле есть двухместные номера с душевой кабиной. Имеются веранды для отдыха. Холодильник на этаже. Трехместные номера также есть с санузлом. Четырехместные. В каждом номере есть кондиционер. Еще одна веранда. Еще один трехместный номер. И четырехместный. В отеле 3 этажа. Есть Wi-Fi. И еще одна уютная беседка на улице. Также есть кухня и столовая. Можно готовить самим. Есть даже 5-местный номер для большой семьи с кондиционером. Также имеется парковка, но машин на 5 максимум. Но никто не запрещает парковаться на тихой, спокойной улочке. В общем, место хорошее, цены адекватные. Кому интересно, пишите в Telegram, ссылка в описании. Итак, чтобы запустить сервисный тест на данной стиральной машине, нужно перевести селектор в положение отжим слив. Далее нужно зажать кнопку регулировки оборотов и одновременно повернуть селектор на одно деление по часовой стрелке. Получается на режим хлопок быстрый 60 минут. У нас сначала появляется Е и какие-то цифры, если имеется в памяти ошибка. Но здесь ничего не было, здесь Е по нулям. И далее вот P01, то есть это значит какие-то сервисные тесты. Вот мы запустим, например, P02 сервисный тест. Нажимаем пуск долгим таким нажатием с паузой. У нас блокируется люк. И машинка начинает вращение, залив. То есть идет проверка, идет тест различных режимов, различных функций машинки. Далее мы можем нажать паузу и включить, например, следующий тест. Также паузу чуть с задержкой, чтобы запустилось. Идет слив воды. Машинка начинает крутить барабан. Тоже проверяются какие-то параметры, какие-то узлы. Видимо, вращение на определенных оборотах. Далее опять нажимаем паузу. Так неохотно она переходит лениво с теста на тест. Но мы ставим 4 и опять же запуск чуть с задержкой. Так, пошел опять залив. Ну, здесь какой-то еще тест. Функции основные тут залив, слив, вращение, нагрев. Ну и собственно что еще? Только разные клапаны, вращение с разной скоростью. Ну, еще уровень воды, да, может быть, тестируется. Судя по количеству воды набираемой, это точно уровень воды, тест уровня воды. Включаем 5 следующий. Здесь идет слив воды. Просто слив и все. Запустим 6. Набрала не так много воды. Возможно, как раз тест нагрева идет. 7 запустим. Идет слив. И снова залив. Обычно тестов штук 8, иногда 10 бывает, чтобы проверить основные узлы и функции. Этого достаточно. Залила воду и открылась. Еще один момент, если при запуске сервисного теста у вас выходит Е и какие-то цифры, там, допустим, 62 или там, может быть, 34, то при запуске теста и последующем выключении ошибка должна сброситься. Не всегда это с первого раза получается, но по идее она должна сброситься.
И при следующем запуске уже будет E20, то есть ошибок в памяти нет. Кому нужно небольшое отступление, кому требуется помощь с выбором стиральной машины, пишите в Telegram, ссылка в описании. Я занимаюсь подбором стиралок, услуга платная. Так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, стараюсь на все отвечать. Ну а выводы, конечно, как всегда, делайте сами.